С утра вся семья собиралась на дачу. Кошка Черника очень любила жить летом за городом. Вот где раздолье. Лови мышей, бабочек, гоняйся за лягушками. Они ведь так забавно пищат в траве. Но в этот раз брать с собой кошку не входило в планы семьи. Ехали только на выходные, намечался пикник с друзьями, шашлыки, подвижные игры, шум гам, много детей, чужих взрослых. Решили кошку в этот раз оставить дома. Но черняка аккуратно пробралась в большую дачную сумку, притаилась там до поры до времени и уже мчалась вместе со всеми навстречу с природой. Внезапно из-за поворота в лоб выскочила машина. Отец семейства еле-еле успел вырулить, отчасти спасти ситуацию. Аварии все-таки избежать не удалось. Но, к счастью, никто из семьи серьезно не пострадал. Во время столкновения, пока разбирались с другими водителями и ждали полицию, никто в суете не заметил, как испуганная Черника выбралась из своего убежища. Сперва она долго пряталась под машиной, а потом, когда маленькая Маша ее заметила, и вовсе пустилась на утек, скрывшись в ближайших густых зарослях ивняка. Хозяева искали кошку где и как только могли. Они разместили объявления с фото во всех соцсетях, но все было без толку. Кошка так и не нашлась. Черняка была любимицей пятилетней Маши. Котенка взяли в дом вместе с рождением девочки. Они вместе росли и были неразлучны. После аварии и потери Черники девочка замкнулась в себе, перестала со всеми разговаривать. Она замолчала насовсем. Малышка ушла в свой мир, плохо спала, не играла и ни с кем не общалась. Родители водили дочку по врачам. Те говорили, что Маша совершенно здорова, но говорить она так и не стала. И только один врач-психолог, узнав историю маленькой Маши, посоветовал заменить потерянную кошку на другую. Примерно в это же время молодая студентка Альбина навещала в приюте своих подопечных питомцев. Несколько раз в неделю она помогала своим друзьям, работающим в приюте. Девушка с детства любила животных, подбирала на улице раненых птичек, котят, собак и несла всех в дом лечить. Родители Альбины– люди простые, добрые. Они тоже любили и жалели животных, попавших в беду, а потому никогда не ругали дочь за принесенного домой очередного найденыша. Они помогали ей выхаживать и лечить, если требовалось, очередную попавшую к ним в дом зверушку. Потом кто-то из найденышей оставался жить в их семье, а других, пусть и не сразу, но все же, удавалось пристроить в добрые руки. Когда Альбина выросла, то поступила учиться на ветеринара. Другой профессии для себя она не представляла. Сейчас в ее доме жила старенькая полуслепая дворняжка, два пушистых кота и их мама-кошка, все спасенные в свое время с улицы. Полный комплект, как шутили родители девушки. Поэтому, когда она увидела в приюте нового питомца, небольшую черную кошку, то при всем желании уже не могла взять ее к себе. «Знакомься, у нас новенькая, зовут Черри», — сказали работники приюта и показали Альбине некрупную, чисто черную кошку с большими зелеными глазами, которая больше походила на котенка-подростка, чем на взрослую кошку. На девушку из клетки смотрели грустные зеленые глаза. Таких глаз она еще никогда не видела. История Черри оказалась очень банальной. Ей было уже 5 лет, и все эти годы она прожила в любви и ласке у одной пожилой женщины. Но когда ее хозяйки не стало, то наследникам кошка оказалась не нужна. Так часто бывает. Сын хозяйки принес Черри в приют. Работники приюта пытались поговорить с мужчиной, но все разговоры и попытки его убедить ни к чему не привели. Мужчина упрямо стоял на своем, невнятные оправдания про то, что у его жены аллергия на кошачью шерсть, про то, что они с женой чуть ли не круглыми сутками на работе, и вообще, что они скоро уезжают в другой город, и взять с собой кошку на новое место жительства у них нет никакой возможности.
А потом еще и пригрозил, что если кошку не возьмут в приют, то она просто окажется выброшенной на улицу или они отдадут ее на усыпление. Работники приюта понимали, что кошке, которая привыкла к домашней жизни, на улице просто не выжить. Им ничего не оставалось, кроме как ее забрать. Всю ночь Альбине снились зеленые глаза бедной Черри, брошенной, преданной людьми. Она не понимала, как можно так жестоко поступить с животным, которое любило твою мать, которое скрашивало годы одиночества твоему родному человеку. Каждый раз, приезжая в приют, Альбина видела, что Черри никак не может адаптироваться к новым для нее условиям жизни и даже отказывается от еды. Черри осмотрел ветеринар и пришел к выводу, что по всем медицинским показаниям кошка абсолютно здорова. От еды она отказывается из-за сильного стресса, от перемены обстановки и, возможно, от тоски по дому и хозяйке. Кошка чахла на глазах. У нее потух взгляд, перестала лосниться шерсть. Целыми днями она сидела в клетке, обреченно забившись в самый дальний угол. Проведя целый день в приюте, наблюдая за Черри, Альбина поняла, если срочно не найти ей дом, она погибнет. «Не место этой кошки в приюте», — рассуждала девушка. «Уж очень она скучает по домашней жизни», — с грустью думала Альбина, глядя на сиротливо сидящую в своей клетке кошку. Она написала о Черри в социальных сетях, в группах помощи бездомным животным. Рассказала историю кошки и поместила ее фотографию. Очень надеялась, что кто-то все-таки заинтересуется судьбой этой грустной, хрупкой черной кошечки и подарит ей шанс снова стать домашней. Но время шло, а Черри так и оставалась в приюте, никому не нужная. В этот день Альбина, как всегда, возилась с животными. Неожиданно дверь открылась, и на пороге появилась молодая женщина, которая держала за руку девочку лет 5, рыжую, с невероятно грустными зелеными глазами. Альбина молча наблюдала за ними. Они прямиком направились к клетке с Черри. Альбина инстинктивно решила не вмешиваться в происходящее. Иногда не надо мешать налаживанию первого контакта с животным. В глубине души Альбина молилась за Черри. Только бы ей сегодня повезло. Маленькая Маша увидела черную кошечку, сиротливо сидевшую в углу клетки, и протянула к ней свои ручки. «Черника, Черника, ты вернулась!» Девочка вцепилась маленькими пальчиками в прутья клетки и радостно шептала. «Черника, родная, наконец-то ты нашлась! Ты нашлась, нашлась! Я так долго тебя ждала!» На удивление, кошка, несколько месяцев просидевшая в углу клетки, подошла к Маше и стала вылизывать ей руки. Это была любовь с первого взгляда, взгляда зеленых глаз. Наблюдая эту сцену, мама девочки расплакалась. Ведь все это время с момента пропажи кошки Маша не произнесла ни слова. Ее мама совершенно случайно наткнулась в соцсетях на историю Черри, которая была как две капли воды похожа на их пропавшую кошку. И они с мужем решили забрать Черри к себе и очень надеялись, что она поможет их дочке снова вернуться к нормальной жизни. Работники приюта согласились отдать Черри, пока только с испытательным сроком. А там видно будет. Альбина пообещала часто навещать свою любимицу, ведь она тоже теперь была за нее в ответе. Так Черри стала черникой. Маше стали объяснять, что к чему. Самое интересное, что сама кошка очень быстро освоилась в новой семье и в новом для нее доме. И очень полюбила свою маленькую хозяйку. Она снова стала домашней, ласковой кошкой и счастливо живет в любви и заботе. А еще через несколько месяцев нашлась и сама Черника. Теперь у Маши было две кошки. Правда, сначала была небольшая путаница с именами, но потом все привыкли. Имена ведь были очень похожи. Девочки сказали, что это нашлась сестричка ее любимой кошки. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!